Второй день Мюнхенской конференции по безопасности. Выступления Рубио, Зеленского, Стармера, Ван И. Коротко все самое важное. Правительства 5 стран подтвердили, что Алексей Навальный был убит в тюрьме веществом эпиботидин. Это сверхтоксичный яд из кожи эквадорской лягушки. Орбан вновь пугает своих избирателей полномасштабной войной и заявляет, что НАТО и руководство Евросоюза начнут ее в 2030 году. Премьер-министр Канады Марк Карни отменил поездку на Мюнхенскую конференцию и выступил на траурной церемонии в городе Тамблер-Ридж. В Нью-Йорке стартовала неделя высокой моды, а на острове Гран-Канария в Испании прошел юбилейный конкурс на звание королевы карнавала. Новая звезда соцсетей – макак по кличке Панч из японского зоопарка. История малыша растрогала миллионы людей по всему миру. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности признал, что администрация Белого дома не знает точно, серьезно ли Россия настроена на достижение мира в Украине. Он отметил бессилие Организации Объединенных Наций в разрешении этого конфликта и подчеркнул, что при посредничестве Штатов России и Украине удалось сузить перечень спорных вопросов, но самые сложные еще не решены. Но все же большая часть его выступления была посвящена отношениям между Вашингтоном и Европой. По словам Рубио, Соединенные Штаты хотят оживить давнюю дружбу со своими союзниками, а не покинуть их, но для этого Европа должна быть сильной. При президенте Трампе Соединенные Штаты Америки вновь возьмут на себя задачу обновления и восстановления, руководствуясь видением будущего, столь же гордого, суверенного и столь же важного, как и прошлое нашей цивилизации. И хотя мы готовы, если потребуется, сделать это в одиночку, мы предпочитаем и надеемся сделать это вместе с вами, нашими друзьями здесь, в Европе. Поэтому во времена заголовков, возвещающих о конце трансатлантической эры, пусть всем будет ясно и понятно, что это не является ни нашей целью, ни нашим желанием. Потому что для нас, американцев, наш дом может быть в западном полушарии, но мы всегда будем детьми Европы. Причина, друзья мои, в том, что нам очень небезразлично. Нам очень небезразлично ваше будущее и наше. И если порой мы не соглашаемся, то наши разногласия проистекают из нашего глубокого чувства заботы о Европе, с которой мы связаны не только экономически, не только в военном отношении. Мы связаны духовно и культурно. Мы хотим, чтобы Европа была сильной. Мы верим, что Европа должна выжить. Нам нужны союзники, которые могут защитить себя, чтобы ни один противник никогда не поддался искушению проверить нашу коллективную силу. Вот почему мы не хотим, чтобы наши союзники были скованы чувством вины и стыда. Нам нужны союзники, которые гордятся своей культурой и своим наследием, которые понимают, что мы — наследники той же великой и благородной цивилизации, которая вместе с нами готова и способна ее защитить. Мы не стремимся к расставанию, а хотим возродить старую дружбу и обновить величайшую цивилизацию в истории человечества. Позже в беседе с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганганом Ишингером вновь была поднята тема войны в Украине и судьба мирной сделки. Как подчеркнул, ведущий сейчас эта тема поднимается абсолютно на всех площадках, и нет ни одной дискуссии, где бы не говорили о том, что мир в самом сердце Европы должен наступить как можно скорее. Я все же хотел бы вернуться к войне в Украине. Много дискуссий было в этом зале. И относительно мирных переговоров, и относительно того, сколько времени еще понадобится, и относительно того, готовы ли русские договариваться. Пожалуйста, ваше мнение обо всем происходящем. Положительный момент заключается в том, что мы сузили круг вопросов, которые мешают урегулированию, но отрицательный момент заключается в том, что остались самые сложные вопросы. Я не знаю. Мы не знаем, серьезно ли Россия относится к окончанию войны, намерена ли она это делать, мы не знаем, на какие условия согласится Россия, но мы продолжаем наши попытки. Соединенные Штаты тем временем наложили новые санкции на российскую нефтяную промышленность,
И в ходе обсуждения с Индией мы надавили на нее, чтобы она перестала покупать российскую нефть. Продолжается программа PURL, которая позволяет поставлять американское оружие Украине. Речь идет не о выигрыше времени, речь идет о достижении результата, который устроит Украину, который примет Россию. Пока что очертания не ясны, но я думаю, что хорошо, что впервые на прошлой неделе состоялась встреча технических экспертов. Во вторник переговоры продолжатся. В общем, мы будем продолжать делать все возможное для окончания этого вооруженного конфликта. И я думаю, что никто в этом зале не против переговоров для достижения мира, если мир будет прочным и справедливым, и к этому мы будем продолжать стремиться одновременно использовать санкции. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на панельной дискуссии «Долговременная поддержка Украины» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнув ключевую роль противовоздушной обороны. Он поблагодарил европейских партнеров за участие в инициативе Pearl, направленной на производство ракет для систем Patriot и других средств ПВО. Зеленский заявил, что чем дольше продолжается война, тем больше ресурсов получает агрессор, отметив необходимость усиления санкционного давления. По его словам, только за январь Украина отразила около 6 тысяч дронов типа «Шахед», а запасы ракет для защиты не безграничны. Президент Украины подчеркнул готовность Киева к переговорам с Вашингтоном и европейскими партнерами, однако гарантии безопасности должны стать обязательной частью любого мирного соглашения. Он также отметил, что Украина будет готова к проведению выборов при условии двухмесячного прекращения огня. Что означает месяц войны для Путина? Только в декабре наши силы ликвидировали 35 тысяч убитыми и ранеными. В январе — 30 тысяч. За 1 километр территории Россия платит жизнью сотнями своих солдат. Путин не живет, как обычные люди. Он не может представить себе жизнь без власти или после власти. Обычные вещи его не интересуют. Путин больше советуется с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных завоеваниях, чем с любым живым человеком о реальной жизни. Американцы часто возвращаются к теме уступок. И слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте того, что Украина должна дать, а не Россия. Европа практически не присутствует за столом переговоров. Это большая ошибка, на мой взгляд, действительно большая ошибка. Мы, украинцы, пытаемся полностью вовлечь вас в этот процесс, чтобы интересы и голос Европы были учтены. Ни один день, ни одна возможность защитить жизнь не могут быть потрачены впустую. Каждый, кто стремится к безопасности и миру, должен это понимать. Каждый день имеет значение. И я благодарен каждому американцу, который помогал нам, несмотря ни на что. Спасибо. Без вас, американцев, европейцев и всех, кто с нами, было бы очень трудно удержаться. Большое спасибо. Одна из худших вещей для лидера воюющей страны — слышать от командующего воздушными силами, что запасы ракет исчерпаны. Они уже использованы для отражения атак России. Ракеты для ПВО, которые нам поставили в воскресенье, были использованы уже в четверг. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул необходимость наращивания жесткой силы и готовности к борьбе в случае, если ситуация в мире и на европейском континенте этого потребует. В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз должен воплотить в жизнь пакт о взаимной обороне, закрепленный в его учредительном договоре. Это настоящее европейское пробуждение, и это только начало того, что нам нужно сделать. Мы должны создать европейскую основу стратегических факторов в космосе, в разведке и в области нанесения глубоких ударов. Ни одно табу не должно оставаться без внимания. Я считаю, что пришло время воплотить в жизнь положение о взаимной обороне Европы. Взаимная оборона — это не факультативная задача для Европейского Союза. Это обязательство, закрепленное в нашем договоре, и на то есть веские причины. Это наше коллективное обязательство поддерживать друг друга в случае агрессии. Или, проще говоря, один за всех и все за одного. И в этом смысл Европы. В это действительно нестабильное время Европа, и в частности Великобритания, должны сблизиться в вопросах безопасности, экономики, защиты наших демократий. За 10 лет до Брексит наше будущее так же неопределенно, как и прежде, дорогой Кир. Сегодня мы не на перепутье. Дорога впереди прямая и ясная. Мы должны наращивать нашу физическую силу, потому что это валюта нашего времени. Мы должны уметь сдерживать агрессию, и да, если необходимо, мы должны быть готовы бороться, делать все, что потребуется, чтобы защитить наш народ, наши ценности и наш образ жизни. И как Европа, мы должны стоять на своих двух ногах.
И сегодня я могу объявить, что в этом году Великобритания направит свою авианосную ударную группу в Северную Атлантику и Крайний Север. Во главе с авианосцем Prince of Wales, действующим вместе со Штатами Канадой и другими союзниками по НАТО, что станет мощным подтверждением нашей приверженности евроатлантической безопасности. А вот как европейские лидеры прокомментировали выступление госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио и его слова о том, что Вашингтону нужны союзники, которые могут защитить себя? Речь государственного секретаря меня очень успокоила. Мы его знаем. Он хороший друг, сильный союзник. И для меня было очень обнадеживающе выслушать его. Мы хотим сильной Европы. И это, я думаю, послание сегодняшнего дня, которое было отражено. Я думаю, совершенно очевидно, что нам не следует погружаться в теплую ванну самоуспокоения и думать, что, следовательно, все, что мы делаем, это подтверждаем продолжение того, что у нас было последние 80 лет. Это было бы ошибкой. И это было бы особенно ошибкой для Европы. Потому что я твердо убежден, что Европа на протяжении многих лет недостаточно делала для своей собственной обороны и безопасности. Конфликт в Украине высветил это и показал, что это реальность. Министр иностранных дел Китая Ван И предостерег Соединенные Штаты от поспешных шагов по дистанцированию от Пекина и разрыву экономических связей. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он призвал Вашингтон придерживаться позитивной и прагматичной политики в отношении Китая. По словам главы МИД КНР, наилучшим сценарием для обеих стран остается сотрудничество и сохранение стабильных торгово-экономических отношений. Ван И подчеркнул, что попытки разъединения и разрыва цепочек поставок могут привести к усилению конфронтации. Я думаю, что в наших двусторонних отношениях есть два разных направления. Одно из них заключается в том, что Соединенные Штаты смогут разумно и объективно понимать Китай и проводить позитивную и прагматичную политику в отношении Китая, и что обе стороны будут работать вместе в одном направлении и расширять свои интересы. Это приведет нас к сотрудничеству. Так что это действительно будет наилучшим результатом для обеих стран и для всего мира. Другая перспектива — это стремление к разрыву связей с Китаем, разрыву цепочек поставок и противостоянию Китаю по всем вопросам исключительно на эмоциональном, импульсивном уровне. Таким образом, они объединяют все эти небольшие круги и пытаются отделить Тайвань от Китая, нарушая красные линии Китая, что весьма вероятно подтолкнет Китай и Соединенные Штаты к конфликту. Но Китай с нашей стороны хочет видеть первую перспективу, и я полагаю, вы разделяете это мнение. Но Китай хорошо подготовлен к решению любых рисков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь выступил с рядом заявлений, обвинив руководство Европейского Союза и НАТО в сознательной подготовке Европы к полномасштабной войне. Во время выступления перед своими сторонниками в Будапеште Орбан объявил, что Брюссель уже разработал план, согласно которому Евросоюз вступит в войну до 2030 года. Орбан также обвинил руководство Евросоюза в намерениях заставить всех европейцев воевать в Украине. Европа решила начать войну к 2030 году. Она может говорить, что этого не хочет, не может и не планирует. Но она приняла такое решение. Апрельские выборы станут последними венгерскими выборами перед войной. Следующему правительству придется решить вопрос войны и мира. Брюссель решил, что он победит русских на территории Украины. Подготовка к войне ведется повсюду, кроме Венгрии и Словакии. Пока у власти национальное правительство, мы не будем отправлять оружие Киеву. Они не смогут забрать наши деньги и не смогут забрать нашу молодежь в Украину. Забавная ситуация произошла во время встречи в Мюнхене лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Представив свою коллегу Аниту Орбан как будущего министра иностранных дел Венгрии, Мадьяр пошутил, что ее фамилия просто совпадение, на что Туск ответил: «Понимаю, меня зовут Дональд». Minister of Foreign Affairs of Hungary. The name is only a coincidence, Orban. My name is Donald. Напомним, что у премьер-министра Польши Дональда Туска очень напряженные отношения с венгерским лидером Виктором Орбаном. Он не раз обвинял его в коррупции и подражании авторитарной модели России. В ответ Орбан заявлял, что Туск атакует его в надежде отвлечь внимание от собственных проблем и просчетов. Алексей Навальный был убит в тюрьме веществом эпиботидин. Это сверхтоксичный яд, извлекаемый из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. Как сообщает издание The Insider, это подтвердили эксперты из Британии,
Швеции, Франции, Германии и Нидерландов, проанализировав образцы биоматериалов Алексея Навального, вывезенные семьей после его убийства. Яд независимо друг от друга обнаружили несколько независимых лабораторий. Представители 5 стран собираются вскоре сделать совместное заявление на полях Мюнхенской конференции. Известные из открытых источников данные о симптомах Алексея Навального совпадают с тем, что известно о действии эпиботидина. Природный алкалоид, выделенный из ядовитых лягушек, стимулирует N-холинорецепторы в нейромышечных синапсах, вегетативных ганглиях и центральной нервной системе. В ранней фазе вызывает тахикардию, гипертензию, рвоту, миоклонию и судороги. Быстро сменяются брадикардией, гипотензией, угнетением дыхания. Клиническая картина в чем-то схожа с отравлениями ФОС, но с менее выраженным М-холинергическим компонентом. Атропин фактически неэффективен, сообщил The Insider врач-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального при отравлении новичком. Как именно сэмплы были вывезены из России, не сообщается. Эти выводы экспертизы подтверждают выводы расследования The Insider 2024 года о том, что Алексей Навальный был отравлен в тюрьме. Позже в соцсети появился пост вдовы Алексея Навального Юлии, в котором она сообщает, что правительства 5 стран подтвердили, что ее муж отравлен опасным токсином. Навальная выразила благодарность европейским государствам и призвала привлечь к ответственности Владимира Путина. Ученые из 5 европейских стран установили, мой муж, Алексей Навальный, был отравлен эпиботидином, нейротоксином, одним из самых смертоносных ядов на Земле. В природе этот яд можно обнаружить на коже эквадорской древесной лягушки. Он вызывает паралич, остановку дыхания и мучительную смерть. Я с первого дня была уверена, что моего мужа отравили, но теперь есть доказательства. Путин убил Алексея химическим оружием. Я благодарна европейским государствам за кропотливую работу, которую они проделали за 2 года, и за раскрытие правды. Владимир Путин — убийца. Он должен понести ответственность за все свои преступления. Премьер-министр Канады Марк Карни выступил на траурной церемонии в городе Тамблер-Ридж, провинция Британская Колумбия, где почтил память жертв одного из самых страшных массовых расстрелов в истории страны, заявив, что канадцы всегда будут с вами. Вместе с ним в памятном мероприятии приняли участие лидер консервативной партии Пьер Пуаливр и представители других политических сил. Я знаю, что ничто из того, что я могу сказать, не вернет ваших детей домой. Я знаю, что никакие слова от меня или кого-либо еще не смогут заполнить тишину в ваших домах сегодня вечером. Я не буду притворяться, что это не так. Но я и лидеры оппозиции всех федеральных партий хотели, чтобы вы услышали от нас. Не из Оттавы, не через экран, почти стоя здесь, в вашем городе. Мы хотели, чтобы вы услышали, что канадцы с вами. Мы всегда будем с вами. Трагедия произошла 10 февраля 2026 года в небольшом шахтерском городе с населением около 2400 человек. По данным полиции, 18-летняя Джесси Ван Руцелар сначала застрелила свою мать и сводного брата дома, а затем открыла огонь в бывшей школе. В учебном заведении погибли учительница и 5 учеников в возрасте от 12 до 13 лет. Всего жертвами нападения стали 10 человек. Ван Руцелар, которая, по данным полиции, родилась мужчиной, но 6 лет назад начала идентифицировать себя как женщину, покончила жизнь самоубийством. Нападавшая была найдена мертвой с огнестрельным ранением, нанесенным самой себе. Полиция сообщила, что ранее реагировала на вызовы, связанные с ее психическим состоянием. Разрешение на хранение оружия у нее истекло, а изъятое ранее оружие впоследствии было возвращено. После трагедии государственные флаги в Канаде будут приспущены в течение 7 дней, а премьер-министр отменил поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Я приехал сюда со своей семьей, с братом, который учится в 9 классе средней школы Тамблер-Ридж. Что я чувствую сегодня вечером? Я выражаю сочувствие и глубочайшие соболезнования семьям, пострадавшим от этой трагедии. Мое послание всем этим семьям. Возьмите столько времени, сколько вам нужно. Мы здесь, в Тамблер-Ридж, одна большая семья. Мы будем крепко вас поддерживать и молимся за вас всех. Это действительно тяжело. Я не могу это объяснить, но это действительно душераздирающее событие и для нашей семьи. Каждый из нас чувствует это. Мы все в шоке. Мы до сих пор не можем в это поверить. Мы думали, что это просто предупреждение, но мы его не слышали. Мы просто проигнорировали его. Но лично я не могу поверить, что это могло произойти в маленьком городке. В Нью-Йорке проходит Нью-Йорк Fashion Week, одно из крупнейших событий мировой индустрии моды. Неделя высокой моды проводится дважды в год, в феврале и сентябре. В феврале представляют коллекции «Осень-зима», а в сентябре «Весна-лето». В рамках мероприятия почти 60 брендов демонстрируют новые коллекции для байеров,
прессы и профессионального сообщества. Посещение эксклюзивных показов возможно только по официальным приглашениям, которые получают представители медиа, дизайнеры, знаменитости и инфлюенсеры. Получить доступ к таким шоу крайне сложно. После непростого года для модной индустрии дизайнер Серджио Хадсон отметил, что рад возможности участвовать в неделе моды, подчеркнув, что отрасль переживает переходный и сложный период. Хадсон вошел в число 10 дизайнеров, чьи показы были профинансированы организаторами, чтобы частично компенсировать высокие расходы на проведение шоу. Неделя моды в Нью-Йорке завершится 16 февраля. Индустрия, я имею в виду, это не секрет, об этом пишут во всей прессе. Индустрия находится в переходном периоде, и мы как бы застряли в этой суматохе. Поэтому нужно просто иметь возможность показывать и представлять коллекцию в этой суматохе и не чувствовать, что тебя скоро может уже и не быть. Понимаете? И вся работа, которую мы проделали за 10 лет, может быть потеряна, но мы все еще здесь. Когда я представлял себе шоу, я думал, я хочу белый ковер, но не белый, а скорее кремовый. Вот о чем я думал, и поэтому мы начинаем с этого, а затем сразу переходим к глубокому черному цвету, знаете, контраст, и, конечно же, будут яркие цветовые акценты, потому что это просто мой стиль. На острове Гран-Канария в Испании прошел юбилейный конкурс «Название королевы карнавала», приуроченный к 50-летию шоу. Участницы выходили на сцену в так называемых фантазиях, масштабных костюмах с перьями, блестками и световыми элементами, которые создаются на протяжении нескольких месяцев и могут весить до 150 килограммов. Победительницей стала Карла Бенитес, представившая образ с 49 золотыми розами в честь предыдущих королев. Конкурс является центральным событием карнавала, который длится около 6 недель и собирает тысячи зрителей благодаря парадам, концертам и красочным декорациям. Я действительно очень тронута. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы отреагировать, когда я услышала свое имя. Это мечта многих девушек, и победа в юбилейном празднике была невероятной. Это не просто конкурс красоты, а масштабное шоу силы, дизайна и характера. Каждая участница выходит в уникальном костюме, созданном специально для нее. Над ними работают месяцами. Королев выбирает жюри. Учитываются идея костюма, визуальный эффект, подачу и то, как девушка держится в этом настоящем произведении искусства. А это новая звезда соцсетей, маленький макак по кличке Панч из японского зоопарка. Его история растрогала миллионы людей. Малыша бросила мать вскоре после рождения, и его вырастили сотрудники зоопарка. Чтобы помочь детенышу справиться с одиночеством, смотрители подарили ему мягкую игрушку. Панч повсюду носит ее с собой и прижимает к груди, когда чувствует тревогу или неуверенность. Недавно макака перевели в вольер к другим обезьянам, однако он пока не смог адаптироваться и держится особняком. После публикации видео посетители начали специально приезжать, чтобы увидеть Панча, но он по-прежнему чаще играет один, крепко обнимая свою плюшевую маму.